нашу встречу. Это вторая встреча с Joergом Andreesом, руководителем Берлинской международной академии имени Михаила Чехова. И, в общем, мы продолжаем на нашей площадке, на площадке чеховского семестра ГИТИСа. I said some few words to introduce you and to introduce the lecture. Do you mean me now? Yes, exactly, yeah. That's great, okay. Oh yeah, did you hear the sound? Sometimes I don't know how I can turn it off on my computer when I get a message, then it bings in. I tried. Then we'll hear that. So then, let's say that's a sign for attention for everybody. Joerg говорит, что он не знает, как отключить, будет иногда вмешиваться в нашу беседу вот этот вот звук, с которым приходит сообщение к Joergu на компьютер, но это он предлагает относиться к этому как к своего рода знаку внимания, да? Да. Да. And so thank you very much to Vladimir and the GITIS and the Chekhov Center that we can continue on one hand our session from the last time, and also thank you. Да, большое спасибо ГИТИСу, большое спасибо Чеховскому центру, большое спасибо Владимиру Григорьевичу Байчеру за эту возможность продолжить начатое на прошлой нашей встрече. And of course, very much thank you to Fedya, who is translating that and did translate the last session too. Ну и, конечно, спасибо, вот Joerg говорит, Феде, который в прошлый раз переводил и делает это сегодня. Спасибо. And there's also in the background Olga, she is organizing that she made the contact with me and all that things, and also thank you for that, Olga. That's great. И тоже громадное спасибо Ольге, которая помогала нам организовывать, которая организовала вот эту вот очень мощную, быть может, закулисную, но невероятно мощную историю, которая сделала возможной эту нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо. Это здорово. Оля, это здорово. Thank you so much. And maybe not everybody was here in the last meeting, so maybe it's allowed that I say something about me. I'm Joerg Andrees, living near Berlin, so and the studio, my studio has, it is in Berlin. И, собственно говоря, для тех, быть может, кто не был на нашей прошлой встрече, Joerg расскажет о себе. Joerg Andrees, говорит Joerg Andrees, я живу неподалеку от Берлина, и моя студия находится в Берлине, в самом городе. Over 35 years ago, or more than 35 years ago, I met the first time. No, that's now 40 years that I met the book. But then the book from Michael Chechov, a German translation of the English to the actor. И где-то 40 лет тому назад я прочитал книгу Михаила Чехова, книжку, которая была переведена на немецкий язык, а оригинал был издан на английском, назывался «Актеру» или «К актеру». Да. 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 And now I'm here on behalf of the Michael Chechov International Academy. That is my institution.
И сейчас я представляю Академию международную Чехова Михаила Чехова. Это, собственно говоря, вот тот институт, который я представляю. Это мой институт. And there I deliver some a lot of workshops, and also there is a program that people who would like to study it can study the Chekhov technique in some weeks. И этот институт, он дает возможность людям, интересующимся техникой Михаила Чехова, дает возможность в течение нескольких недель ее изучать. And part of the program is that for those who want continue, they can get some introductions for the way how to teach the Chekhov technique, or let's say, how to work with the Chekhov technique with other people. With other people, yeah? Yeah. И, собственно, эта программа, она включает в себя вот подходы к чеховской технике, то есть как работать с чеховской техникой, как работать с чеховской техникой с другими людьми. And then it happens surprisingly that two of my former students from Moscow opened in Moscow a kind of a second academy. They opened in their responsibility the Michael Chekhov International Academy Moscow. И так случилось, что две моих ученицы, которые были у меня в академии, они сейчас открыли в Москве по собственной инициативе Академию Михаила Чехова Москва, да, Московскую академию Михаила Чехова. And this is a very delightful that is possible also, that we can work there in Moscow to deliver the Chekhov technique. И это великолепно, что у нас в Москве тоже появилась возможность знакомить людей с техникой Чехова. And I will ask Olga, maybe all the people can have a contact to you, and if there is anybody who would like to know more about that, maybe Olga, you can deliver them from Marielle and Mariana to these people the contacts. Is that possible? Если у кого-то будет интерес к этой работе, возникнет, то вы можете с Олей, да, с Ольгой проконтактировать, либо обратиться ко мне, и мы дадим координаты, собственно говоря, вот этой вот академии. И свяжем вас с Мариэль, да, с Марианой. Because those two I sent to you, to Berlin. Those two your former people. But never mind. Да, очень хорошо. Вот у нас в чате есть, ребят, вы видите, да, там на сайте вот есть координаты, да, правильно я понимаю? В чате. What do you think, Olga? Is it a way? It's very spontaneous now. Is it a way to do that in this way, that people can contact you? Оль, ничего, если люди будут, да, контактировать с тобой на эту тему? Yes, it's okay. Да. We can. Thank you very much. So our topic today. Итак, то, что касается нашей сегодняшней программы. I spoke last time about this Russian version, and that we have the German version of the Russian in a German translation. I think worldwide this is the only Russian version translation we have. This is in German. На прошлом занятии я говорил вот о немецком переводе вот этой вот русского издания книги Михаила Чехова. And
I would like to relate my talk with you, this way we are working, mostly to that Russian version. И, быть может, мы больше будем вот работать над этой самой вот, ну, над русской версией. But on the other hand, out of the historical points, how Chekhov developed, how Chekhov developed his work to write it down, there we will come also today in some moments to that earlier English version on the technique of acting. Угу. Но также тут, конечно, очень важно то, как сам Чехов развивал свой метод, да, как это все происходило. И поэтому в этом смысле мы будем обращаться и к английской версии, которая называется к технике, о технике актера. Да? Ну вот по-русски у нас о технике актера. Да. Our topic is in general imagination, the creative imagination. Главное, да, то, чем мы будем сегодня заниматься, это воображение, это креативное творческое воображение. And I said we will go to text and we will go to a text then, but before we jump into that text and character question from the point of view of imagination, I will touch another little theme. Ну и я думаю, что мы также коснемся работы с текстом и погрузимся там вот в область этого творческого воображения и поработаем над сценами, насколько я понял. And this sounds, it sounds a little bit, let's say, interesting. Chekhov in this version here, under the chapter of imagination, that's interesting. Under the chapter of imagination, he comes to a question, what he is suggesting one has to work on. And this headline sounds, developing the sense of truth. И вот тут одна очень интересная вещь, может быть, нами замечена. Вот заметьте, что в той главе вот этой самой книги, которую Чехов посвящает воображению, тут есть такой один пункт, который он называет «развитие чувства правды». А? What has pravda, the truth, to do with imagination? То есть как вообще правда, как она связана, что она там забыла в той области, которая целиком и полностью посвящена имагинации, воображению. Это же две вещи-то, казалось бы, несовместные. And we can say we will focus in this session, let's say first or mostly the artistic truth. И я думаю, мы можем вот так сказать вот сегодня, да, вот на нашем сегодняшнем занятии, мы говорим по большей части о правде художественной. So we have maybe in the beginning a little bit more freedom to say, okay, we don't go to the big question of truth. We just stay in the field of artistic truth. Ну, для того, чтобы не лишать себя свободы, мы можем сказать, что не будем заниматься вот этими вот основополагающими вопросами, что есть правда, что есть истина, и останемся в области правды художественной. And Chekhov speaks about that he put it in such what is that in English? I don't know. Einführungszeichen. Yeah. He puts this word in this. Thomas. Okay, thank you. Thank you.
Jörg, kannst du bitte ein bisschen lauter sprechen? Ein bisschen vielleicht. Okay, I can. Yeah. I hope I can. Yes, that's great. Mhm. Good. So he speaks about about the instinct. Вот Чехов говорит в кавычках об инстинктах, да? The instinct for the truth. Это инстинкт, это тот рефлекс, рефлекс правды, который в нас есть. And he said that the actor needs very much to develop more and more this instinct for the truth. То есть он говорит о том, что актеру необходимо, очень важно развивать вот этот самый инстинкт правды. And don't forget, this is all in the chapter of imagination. И не забывайте, пожалуйста, что все это он говорит в главе, которая называется «Воображение». He says that this natural instinct for the truth in our time, Chekhov's time, maybe also in we can't prove, this instinct gets more and more lost. The natural. И Чехов говорит о том, что в его время, и, быть может, и в наше время тоже это нам нужно проверить, вот это самое ощущение, этот инстинкт правды, он все больше и больше теряется. And that's the reason why the actor has to develop it. И именно по этой причине актеру нужно его развивать. He gives then two basic or two general exercises which has to do with the imagination. И он дает два основополагающих упражнения, которые относятся к воображению. And we have spoken about that in the last meeting, that all that imagination process has one aim, and this is going beyond the surface, understand the inner life of what we are focusing. И мы говорили уже об этом на прошлом занятии, что целью процесса воображения является проникновение сквозь поверхность того, что мы, собственно говоря, видим, того, на чем мы фокусируемся. То есть, да, проникновение сквозь, войти как бы в глубину, не только на поверхности оставаться. Here we can maybe start to see why it is important to develop the sense when we come to an imagination. И вот здесь мы можем, быть может, как-то уже начать замечать вот важность развития этого инстинкта правды именно тогда, когда мы работаем с воображением. We will come to that point for the characters back in a later time of the session. И мы вернемся к этому как бы, да, вот в конце нашего занятия, когда будем работать над характерами. To imagine something, it is in our time sometimes not so easy. Дело в том, что иногда вообразить что-то не так уж и легко. We have so much given images from outside that we sometimes not really know, when we are not going deep enough, is it now something what I have already seen, or is it really something what I have created?
Дело в том, что нас окружает столько образов все время, что нам весьма трудно различить. Это образ того, что я уже когда-либо видел, либо это тот образ, который я сам создал. And how can I imagine, through my imagination, find out that something is truthful? И как вот с помощью моего воображения определить, обнаружить, правдиво что-либо или нет? What is a sense for this truth? Настя. Женя, выключи, там очень громко, да, прошу прощения, кто-то вклинился. How can we find that something what we imagine is truthful? Как нам определить вот то, что мы воображаем себе, это правдиво или нет? I need to have developed a sense for it. Мне необходимо для того, чтобы это сделать, да, определить, правдиво или нет, мне необходимо внутри себя развить чувство, с помощью которого я буду это делать. The exercise Chekhov gives, one of the exercises, is at least very simple. И одно из упражнений, которое дает Чехов, оно очень простое. He suggests, for instance, and when you have understood this example, you will find many other examples for yourself. Он дает нам вот такой пример, и каждый из нас сможет найти какие-то и свои примеры. He suggests, look at any architectural forms. Он предлагает следующее. Посмотрите на какую-либо архитектурную форму. And study it. И изучите ее. How are the powers? How is there the gravity? Where is the balance? How are the relationships between the high and the breaking lines and all that structure things? Попробуйте рассмотреть, каковы вообще взаимоотношения этой архитектурной формы, как распределен вес, как соотносятся прямые и дугообразные кривые линии внутри этой формы. And studying it to see how the building, the architecture is in itself stable. Yes. Изучите, каким образом вот это здание вообще, как оно сохраняет равновесие, каким образом оно сохраняет свою стабильность, прочность. And what does this architecture is radiating as a whole? What quality is it radiating? И что излучает это здание, эта архитектурная форма, и какого качества это излучение? And then he said that's the first step to observe. Итак, первый шаг – это просто наблюдение. Затем он говорит, Then he said, then look to the beauty of that. What is the beauty in it? а теперь попробуйте найти красоту внутри этой формы. Где в ней красота? Yeah. And then the third step, now start to imagine, and here we come to the imagination. И вот теперь, наконец, это был второй.
шаг – обнаружение красоты внутри формы. И тут мы переходим к третьему шагу, и этот третий шаг имеет отношение к воображению. Imagine you take off one column, or you change the size of the windows. Попробуйте представить себе, что вы убираете одну из колонн или меняете размер окон. With your imagination, you take off this roof and make it flat. Попробуйте представить себе в своем воображении, что вы убираете остроугольную крышу, делаете ее плоской. How does the expression change? Как меняется эта форма? The expression of the building. Как меняется выразительность этого здания? What happens? Что происходит? Isn't it interesting? This is one part of the first exercise. И действительно, это интересно, вот это вот первая часть этого упражнения. And when we look to the structure of this exercise, then you have a wonderful training tool for yourself. И дело в том, что если мы действительно рассмотрим структуру этого упражнения, то поймем, что это чудесный тренинг для нас, который мы можем делать сами. First is a clear observation. Итак, первый шаг – это ясное наблюдение. Clear observation of that what we relate to in the world. Так мы наблюдаем, мы просто действительно очень четко наблюдаем, что, как вот, например, эта форма или там крыша связана с нашим миром, что она вот сюда, да, прошу прощения, что она выражает. That can be a building, that can be a flower, that can be another object or whatever you would like to focus. И это может быть или здание, либо это может быть цветок, или любой другой объект, который вы избрали для своего наблюдения. Первый шаг – to observe. Наблюдение. You can go also to inner pictures to observe them, but the basic is starting to observe the reality. Итак, вы, естественно, можете использовать какие-то образы фантазии в процессе наблюдения, рассмотрения этого предмета. Но самый первый шаг – это действительно рассмотрение, наблюдение физической реальности. Then the second is, because the observation goes from there to there to there to there, see it as a whole, as one. И второе, что мы делаем, поскольку наблюдение, оно волей-неволей распадается на какие-то детали, мы вначале видим одно, потом другое, потом третье. И второй шаг – это объединение вот этих вот всех этих разностей в единое целое, деталей, наблюдаемых нами, в единое целое. And look to the beauty in it. И посмотрите на красоту, которая есть в здании, либо в цветке, либо в каком-то другом объекте. And even that term of beauty has, of course, to do immediately with truthfulness. И дело в том, что вот сам термин «красота», она неразрывна и сразу, да, мгновенно мы видим вот эту вот связь с правдой. To understand that what you are observing, a stone, a plant,
whatever, has the beauty for itself. That means it is one and expresses itself just as that. И понимать то, что бы мы ни наблюдали, растение, либо камень, либо какой бы мы объект ни взяли, мы должны понимать, что в каждом из этих предметов, объектов есть своя собственная красота, и этот предмет выражает ее своим собственным способом, вот таким, каков он есть. And third step. И третий шаг. Now we take off something or we change something. Мы что-то меняем, либо мы что-то убираем из этого объекта. And through that, we sense more and more how it was. Maybe that was the best way, how it can be. И таким образом мы можем заметить, как это было. А может быть, он лучше от этого станет. Как я понял. Может быть, я неправильно понял. Но, по-моему, я правильно понял. And we see when we change the size of the windows or when we make the roof flat. И мы, например, можем заметить, если мы в воображении своем поменяем размер окон или сделаем крышу плоской, this building looks now funny, or it looks like something else, or it has lost its beauty. И мы можем тогда, быть может, заметить, что когда мы все это проделаем в своем воображении, то этот дом станет выглядеть как-то, уж очень странно, или потеряет свою красоту. Through that, we can feed our, let's say, natural given sense for truth and can develop it. И таким образом мы, если так можно сказать, мы можем питать наше натуральное, наше естественное чувство правды и развивать его. This is, at least for our artistic work, very important to have that. Это качество невероятно важно для нашей художественной работы. We touch here from another side, when we have imagined such a building, the inner life of such an image. И вот когда мы воображаем, например, себе подобное здание, мы можем коснуться внутренней жизни этого образа. And I would like to give you another example. Я хочу дать вам еще один пример. When one goes into a painting gallery, когда мы идем, когда мы входим, например, в художественную галерею, в картинную галерею, and then we see very often these old-fashioned portraits of people. Очень часто нас там встречают какие-то старомодно выглядящие портреты каких-то древних, старых людей прошлого. And then there's the title, portrait of Madame blah 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 blah. И там подписано, в портрет мадам бла-бла-бла. We have no idea who was Madame blah blah. И мы вообще не знаем, кто она такая была, эта мадам бла-бла. And the poor people in the past, they didn't have a mobile phone and couldn't make a photo to show it to others. They had to paint it. How painful. Какие бедные люди прошлого, у них не было мобильных телефонов, они не могли сделать даже селфи, не то что уже кого-то другого снять и дать нам представление, действительно, картину того, фотографию этой самой мадам, какой она была.
And I don't know, but very often you see that the people pass by. They don't look to these portraits. Я не знаю, как вы, но я часто замечал, что люди проходят мимо. Они на эти портреты не смотрят. We as actors shouldn't. Мы, как актеры, не должны быть такими. We should stand in front of that. Нам нужно встать перед портретом, Observing, наблюдая, listen to each detail, вслушиваясь в каждую деталь, going closer, going more in distance. подходя ближе, отходя на большее расстояние. Having maybe the question, who are you? Nice to meet you. И, может быть, задать вопрос этой женщине, кто ты? Ну, вообще, приятно познакомиться. And when we take our time to do that, you will get this experience. И если мы некоторое время посвятим этому занятию, то мы приобретем некоторый опыт. After looking to the details, then coming to the whole picture with this question, who are you? So seeing the beauty of this person, individuality. От наблюдения каких-то деталей мы придем к видению, к восприятию целого образа, к этому вопросу, кто ты, человек, вот в своей этой самой красоте. Then comes a moment you will see, what do you see? In which field are you seeing? You see how you understand this person. Наступает тот момент в той области, в которой вы, собственно, видите, наступает момент понимания. Вы начинаете понимать, каким был вот этот человек. You have an impression. Вы получаете впечатление, импрессию. Through that image, you have an impression, a deeper imagination. То есть благодаря этому образу вы получаете впечатление, импрессию, то есть, если можно сказать, более глубокое воображение, более глубокую имагинацию. About the soul of this portrait, the person there. И это впечатление о душе этого человека, о душе этого портрета. Then we are at this point to see beyond the surface, the painting material, seeing something beyond. И тут мы достигаем той точки, когда мы начинаем видеть нечто за поверхностью, под поверхностью краски, под поверхностью холста, что-то, что стоит за тем, за видимым. And your developed sense of truth will tell you that you have to trust this impression. И то самое чувство правды, которое вы развиваете, быть может, скажет вам, что вам нужно доверять этому впечатлению. If we not learn to trust our impression that this, what I see now there, is truthful, then I'm lost and I have no orientation in anything. И если мы не будем доверять вот этому, если мы не будем доверять нашим впечатлениям, то тогда мы придем в такое вот замешательство, потеряем всякие ориентиры, мы не будем знать, чему можно доверять, а чему доверять нельзя. In daily life, sometimes we have this sense also, we understand, we see
you see, it's not visible anymore in this way. We see if somebody is lying or telling the truth. В нашей повседневной жизни мы тоже можем встретить, почувствовать этот инстинкт в нас. Мы чувствуем, мы видим, мы знаем иногда, мы понимаем, говорит нам человек правду или нет. То есть мы это чувствуем. Do you know this feeling that you have the sense, maybe this person want to manipulate me in a certain direction? Do you know that? Вы знаете, да, знакомо вам такое чувство, вот вы говорите с кем-нибудь и чувствуете, ага, этот человек хочет мною как-то манипулировать. Бывает такое? Знакомо это? And we are very unsure in our time about our sensation of truth. We are what, pardon? Very unsure. Unsure, yeah, okay, да. И нам тут сложно, да, иногда мы чувствуем, да, ну, как какую-то такую неуверенность, не понимаем, правда то, что я чувствую, или неправда то, что я чувствую, обманывает он меня или нет, я не уверен. You will see, I think we can bring it together with the next step, because also in relation to texts, we need our sense of truth. Я думаю, что тут мы это качество можем употребить и в следующем нашем шаге. Почему? Потому что когда мы работаем с текстом, нам тоже без чувства правды не обойтись. But first we go back a little bit to something what we have done last time. We go on our feet if you can, if you like, if you would like to do it. We move a very little bit. And involving also our imagination. Ну, давайте все-таки вернемся к тому, что мы когда-то делали в прошлый раз. Если вы не против, давайте встанем на ноги и попробуем немножечко подвигаться, также, да, подвигать наше воображение, наши образы. It's difficult to do it sitting. You have to stand and maybe you have a little bit space. То есть довольно трудно это будет сделать сидя. Вам нужно будет встать и попробовать почувствовать руками пространство. Yeah. Вытянуть их. So, and you imagine. И вы представьте себе, пожалуйста, первое. That your feet, can you see my arms? Вот yeah. Посмотрите на мои ладони. Представьте себе, что ваши ноги, ваши стопы. These are your feet. That you imagine that the feet make this movement. Вот представьте, да, вот смотрите, сейчас руки Йорга играли роль ваших стоп. И вот ваши стопы делают вот такое движение. Просто представьте. Imagine your feet are doing it, you are standing still. То есть вы не двигаетесь физически, вы остаетесь стоять неподвижно, но представьте, что ваши ноги, ваши стопы делают такое движение. Okay. Да, хорошо. Now, imagine it, and after imagining, do it. А теперь представьте себе это, и после того, как вы это себе представите, сделайте это движение физически. Wonderful. Великолепно. Вау. Now, imagine теперь that you jump into the 5-star. You know the 5-star? Да, теперь представьте, что вы впрыгиваете в контур пятиконечной звезды. Йорк спрашивает, знакома ли нам пятиконечная звезда? You know it always red. Да, вы знаете, что в нашем случае она всегда красная, эта звезда. Now imagine it human-like around you. Да, теперь представьте себе human light. Like.
Human-like, да, отлично. Теперь представьте, пожалуйста, эту звезду в виде, ну да, похожую на человека вокруг вас. You stand still. То есть, да, вы стоите, не двигаясь. And you imagine your body jump into this 5-star and jump back. Воображаете себе, как ваше тело впрыгивает в контур вот этой самой пятиконечной звезды. Okay. Хорошо. Now imagine it one time more. And Еще раз, один раз в воображении. And then jump into it. А затем впрыгните в нее. Also very simple. Это тоже очень просто. So, Да, очень просто. now, теперь we imagine that our body is surrounded by a kind of a candle, so that the body position is then, this is a flame. And imagine that your body can move into that position. Pardon, surrounded by what? By candle? A candle. Candle. Керце. Yeah. With a flame. Yeah. Flame. Ага. И теперь представьте себе, давайте представим себе, насколько я понимаю, что наше тело окружено огнем, как вот пламенем свечи. Can you imagine it? Можете представить себе, Your body goes to that position. Что ваше тело становится, входит в эту позицию, в эту форму, я так понимаю, в пламя свечи. Хотя вот... It's easy, I think. Я думаю, это просто. And now jump into it. А теперь впрыгните в этот образ. Very good. Хорошо. Now we jump from this candle. Imagine first. Imagine your body goes to the candle. And from the candle to the 5-star. А теперь смотрите, вот по поводу пламени я не очень уверен, он говорит про свечу. Представьте вначале себя в форме свечи, потом из свечи в пятиконечную звезду. And from the 5-star back to the home. To the what? Home position, to the upright standing. Окей, да. А потом опять из пятиконечной звезды в наше нейтральное, обычное, выпрямленное положение стоя. Yeah, it's funny, I know. Okay. Imagine. Я знаю, это странно. No, acoustically, it's just not so easy to hear that. No. Okay. Imagine flame. Never mind. Standing. Да, представьте, что вот вы стоите вначале. Then imagine it again. Потом представьте, а потом впрыгните. One time more. First imagine. Вначале представим себе. Next step. Следующий шаг. From the 5-star. Из пятиконечной звезды. You jump into the flame, to the candle.
Вы впрыгиваете в пламя, в свечу. You jump into the 5-star, from the Вы 5-star into the candle. Five star and afterwards, after star. You jump into the 5-star, then you jump into the candle, and from the candle you jump back to the 5-star, and you're standing upright. Да, то есть из пятиконечной звезды в свечу, из свечи в пятиконечную звезду, а затем в нейтральную позицию стоя. It is a little bit funny to explain that it's easier to imitate, but it is just one of these exercises we did last time. Imagine a movement and then do it. Дело в том, что действительно это сложно, наверное, объяснить. Гораздо проще это показать и потом уже сделать по этому образу и подобию. Но это возвращает нас к тому, что мы делали в прошлый раз. Вначале вообразить себе движение, а потом его совершить, сделать. And imagine and then do it. Вначале представить себе, а потом сделать. Maybe you like to repeat that. Imagine and then doing. Да, попробуйте. Вначале представить, а потом сделать. Now, Теперь we have all the steps together. Imagine jumping your feet open and you jump back. Теперь мы связываем все вот эти шаги, связываем воедино. At first, could you repeat once again, please? I mean the sequence. The first point is jump only with your feet. То есть первый шаг, прыгаем, прыгают только ноги, да, ноги мы, да, ноги в стороны. Then after that, you jump in the 5-star and jump back. Потом вы впрыгиваете в звезду и назад. Then you jump to the 5-star. From the 5-star, not back, you jump into the flame. А потом вы впрыгиваете в пятиконечную звезду, но из пятиконечной звезды не возвращаетесь назад, а из звезды впрыгиваете в пламя свечи. And from the flame back to the 5-star and back to upright. И потом из свечи снова в пятиконечную звезду и назад в позицию прямо, да, просто в вертикальную позицию. You got it? Вы готовы? Вы поняли? Попробуй. Давайте попробуем. Еще раз. Воображение. One time more, imagine. Еще раз, только в воображении. Один раз. И потом, then jump in it. А потом в этот образ впрыгнуть.
Okay, thank you very much. Hope you enjoy that. A little bit movement, a little bit funny things to do. Большое спасибо. Я надеюсь, что вас порадовала возможность немножечко подвигаться и поделать какие-то такие странные вещи. This we can call the jump into the 5-star. Вот это упражнение мы называем «впрыгнуть в звезду», «прыжок в звезду». Fidya, now we have to work very cooperative. Yeah. We do a little Теперь нам нужно работать очень кооперативно, да, очень слаженно. We do a little experiment. Мы сейчас попробуем сделать эксперимент маленький. I ask you all to catch up the first image you can get when you hear speaking me or Fidya. Вот теперь я попрошу вас ухватить самый первый образ, который придет к вам, когда вы будете слышать мою речь или речь Феди. We won't look to that what is behind some words. И мы посмотрим, что находится за некоторыми словами. We will go through some words. Мы пройдем через некоторые слова. And you catch up the first image. I will say stop. Then you have to have an image. You will see it as easier as you believe. Да. И, по сути дела, ваша задача поймать возникающий образ, который возникает при этих самых словах. Я скажу «стоп», и у вас этот образ должен быть. Вы увидите, это все очень просто. You will later on remind yourself about that, and then we will have a very short exchange about few of that words. И мы попробуем потом как-то, да, вот обменяться своими впечатлениями, наблюдениями в отношении этих нескольких слов. Итак. The point is really try to catch up the first image you get. То есть, что тут главное? Действительно ухватить этот самый первый образ, первую картинку, которая к вам придет. You will sense after a while it happens much more. Sometimes little films, as we call it in our time, little films appear. This we don't want. We want the first spark of an image. Да, то есть вы можете заметить, что через какое-то время или вообще это иногда происходит, как мы сегодня называем это как в фильме, да, как кинолента такая. Это нам не нужно. Нас интересует вот вспышка, самая первая вспышка образа, картинка. Какая картинка вспыхивает? I have to say that I got inspired to that exercise through my colleague Joerg Andrees. Я могу сказать, что на это упражнение меня вдохновил мой коллега Joerg Andrees. Okay, here we go. Итак. There's always a little moment of silence. Then you hear my word. And if you are understanding English, maybe you catch up what you get there. Then you don't listen to Fidya. If you not understand English, then you listen to Fidya and catch up the word when he is speaking. Итак, сейчас будет некоторый момент тишины. После этой тишины я произнесу слово. Если вы понимаете это слово английское, то тогда вам, пожалуйста, хватайте вот тот образ, который у вас при этом возникает. И вам не нужно слушать дальше Федю. Если вы по какой-то причине английский не понимаете, то тогда, пожалуйста, послушайте Федю, и в тот момент, когда Федя скажет слово русское, перевод, тогда попробуйте ухватить этот образ. Поймать его. Я надеюсь, что хаос мы тут не устроим тем самым. Уж слишком. Always it starts with a moment of silence. И мы всегда
Начинаем с паузы, с момента тишины. Tomato. Помидор. Done. Готово. Yeah, don't wait longer. Не надо длить. Следующий. Apple. Done. Яблоко. Сделано. Fitya, speak just after my word. When you have understood it, just speak. Окей. Cucumber. Огурец. Done. Готово. Car. Автомобиль. Done. Сделано. Building. Здание. Done. Сделано. Jump. Прыжок. Done. Готово. Swim. Плавание. Done. Сделано. Nice. Симпатично. Done. Сделано. Ugly. Ужасно. Done. Готово. Точнее, это было уродливо. Но это тоже уже сделано. Done. Done. And. И. Done. Есть. In. В. Done. Все. Empiriocriticism. Эмпириокритицизм. Done. Все. Shambhala. Шамбала. Done. Готово. Okay. Окей, done. Maybe you could catch up sometimes a picture, sometimes you couldn't. No problem. Может быть, иногда вам удавалось ухватить образ, может быть, вам не удавалось его поймать. Ничего страшного. We can't hear everybody. Let's say we hear for each group 3 people. Yeah, so don't worry about not everybody can speak now. Let's look a little bit to that. What happens to you? Давайте просто вот попробуем на что посмотреть. Может быть, не каждому удастся рассказать об этих образах, но вот на что обратим внимание. Что при этом с вами происходило? And the question is, could you very short describe what you have seen connected with one of the words? Можете ли вы очень коротко описать, что вы видели в связи с тем или иным словом?
произносимым. Yeah. So we have this group: tomato, apple, cucumber. Давайте поделимся вот на 3 группы. Итак, у нас 3... нет, прошу прощения. 3 groups or just 1 group? Pardon, could you repeat once again? It's one group. Итак, вот теперь у нас будет одна группа. Первая группа – это томат, огурец и tomato, cucumber and… Apple. Да, и яблоко. Okay. Anybody has seen any picture with one of the words? Кто-нибудь видел, кому-нибудь удалось ухватить какую-то картинку, увидеть картинку, связанную с одним из этих слов? Can you describe it? Можете рассказать, можете описать. Это вопрос. Так, а нам отвечать? Да. Ну, очень интересно на самом деле. Обнаруживая, что не так уж ты креативен, потому что когда был помидор, я представляла помидор, когда огурец – огурец, и когда яблоко – яблоко. Единственное… Настя, сейчас, секундочку, я переведу. It was for me a bit disappointing because I noticed that I'm not as creative because if I heard tomato, I saw tomato, and if I heard cucumber, I saw cucumber. Дальше. Единственное, что я могу сказать, первая картинка отличалась тем, что я четко видела спелый помидор, блестящий, вкусный, а сзади стояла коробка апельсинового сока. Pardon, but I can say at first, if I saw the tomato, I saw really these very juicy tomato, and behind tomato, I saw a package of apple juice. Пожалуйста. Да, и единственное, ну, наверное, общее, то, что это было очень ярко. And basically, I can say it was very bright. И на кожуре всегда солнышко играло, блики. And always on the surface, I saw the sun, I saw the light, and the light was playing on the surface. Okay. And Спасибо. Если поможете, последние слова были гораздо интереснее, образы были гораздо And интереснее. last words. Ты имеешь в виду там, где эмпириокритицизм, да, там вот это все. И плавание тоже. Да. She means empiriocriticism and swim and so on. It was for me more interesting. Спасибо. what did you see with empiriocriticism? Что ты увидела, когда ты услышала слово эмпириокритицизм? Это была конструкция. It was some kind of construction. Многомерная. It was the many-dimensional construction. В темноте серо-голубого цвета. It was in darkness, and darkness was great blue. Объемная и состоящая из соединяющихся между собой, но это не линии, это могут быть, ну, как штырьки, что ли, такие, я не могу... And there was many of lines, which was this construction built of. Это было приятно. And it was very pleasant for me. Yeah, okay, that's good. Хорошо. Большое спасибо. Thank you. That's not the question that we have now to have important pictures. It's just to realize that we get a picture. То есть, понимаете, да, что речь здесь не идет, собственно говоря, о том, какую картинку мы увидели, а речь идет о нашей принципиальной способности видеть образ, да, его замечать, видеть, что образ появляется. Okay, Roman. Роман, да? Yes. Hello, everybody. That's what I wanted to ask you, because when you said vegetables, I could see a specific picture of tomato or cucumber.
then when you used verbs like swimming or jump, I could see a movement, but then I remembered you said not to see a film, so I somehow like captured it, you know. But when you said empirical Pardon, may I? Pardon. Вот вопрос Романа, насколько я понимаю, заключается в том, что вот когда вы произносите название какого-то определенного овоща, к примеру, да, то я этот овощ вижу. Когда вы произносите, например, глагол, как, например, плавать, плыть или прыгать, то я тоже начинаю что-то видеть, но вспоминаю о том, что вы говорили, не нужно видеть киноленту, не нужно видеть фильм. Я видел движение, когда сказал глагол. I saw the movement. Yes, I saw the movement, of course. But when Joerg said empirical criticism, there was black and nothing. Но когда вы сказали эмпириокритицизм, это была просто темнота и больше ничто. And what was the last word? Was Shambhala. Shambhala. Последнее слово было Шамбала. I saw like heaven or something. И я видел нечто подобное небу. Хорошо. Yeah. But it was very interesting when you said I went into some kind of a state that you didn't have to finish the word, and I saw the image, like with jump or with swimming. You just said the first two syllables, and I could see the image before you finished. И вот это было действительно очень интересно, потому что вы говорили только, произносили первый слог, как вот, например, да, из прыжка прыгать. И прежде чем вы закончите это слово, я сразу уже видел образ. Yeah. Very interesting. Thank you. And you see here. Это очень интересно, спасибо. И здесь вы видите, что. And you see here just this problem we touch every time in daily life. I said, take the first moment, and there is a possibility that there come films, catch what you first see, and then is a possibility of films. And now it's, what did you understand out of my words? What did you see out of my words for yourself? What was leading you then? Yeah, it's so interesting. It's so nice. Thank you, Roman, for that. Of course. Да, большое спасибо, Роман, за это, потому что, собственно говоря, вы еще рассказали то, что вас вело, да, вот в этих самых образах, о которых я говорил, да, вот через эти слова, которые я произносил. One impression more, maybe you go also to the other words, then it's okay. Anybody who would like to go to something? Кто-нибудь хочет, да, поделиться впечатлением? I would like to share. It was very interesting that with the fruits and vegetables, it was more like a taste, you know, like I couldn't see the picture, but it was more like sensation. Вот интересно то, что касалось, например, овощей. Я не могла, насколько я понимаю, да, видеть, собственно, картинку. Это было скорее вкусовое ощущение, это было именно ощущение, правильно? Yes, and the same with like movements. It was more like maybe someone else laughter or also like very emotional, more like feeling, you know. Not really like particular strong picture. It was like very. То, что касалось, например, движений, это не было у меня в виде каких-то четких картинок. Это, например, был как чей-то смех или что-то подобное. Did anybody see? Thank you very much. Yeah. Большое спасибо. I come to it back. Я вернусь к этому еще. Did anybody see with the apple? Что-то кто-то видел, удалось какой-то образ схватить, когда я произнес слово «яблоко». Да, yes. Да. Yeah. Ладно, по-русски. Я видела пятачок. Пятачок, подожди, имеется в виду пятачок свиньи, да? Нос свиньи.
Okay, nose of a pig. One time more, Fedja. Nose of a pig. Okay. Beinase oder von einem Ferkel. Ja. Ferkel. Ja, go. Да, пожалуйста, продолжай. Когда томат у меня ассоциировался с стеклянной банкой из-под соуса. Ну вот у меня было такое ощущение, вытянутая такая она была. And in the case of tomato, I saw a glass of ein Glas von Soße. Okay, yeah, thank you very much. Большое спасибо. Thank you. Maybe other had also some different pictures that you could see your Apple mobile phone or your Apple computer with the word Apple, or somebody saw with a tomato, a box with tomato juice, or somebody saw with a cucumber, dishes with cucumber on it and something. Yeah, Margarita? И, может быть, кто-то действительно видел, когда произносилось слово, например, помидор, кто-то видел, например, упаковку томатного сока, или, быть может, когда произносилось слово apple, да, яблоко, то тогда кто-то видел свой iPhone, либо, может быть, MacBook и так далее, и так далее. Да, пожалуйста, Маргарита. Well, when you say the cucumber, I had a clear imagination of the alligator. Да, когда вы сказали огурец, я явно увидела аллигатора. Ясно увидела. Yeah, that's nice. Это прикольно. What we want to do with that funny exercise or this? То мы можем сделать вот из этого любопытного, странного немножко упражнения. When we speak out words, out of our individual images, we would like or want to describe with our words. Дело в том, что когда мы говорим из вот этих вот наших образов, то получается, мы говорим о том, что мы можем описать без слов. And when we hear a word, и если мы слышим слово, we build our image of it first. Вначале у нас возникает его образ. And you can start it in different other situations. Мы можем это наблюдать и в других ситуациях. Да, Настя, спасибо, что выключил микрофон. What do I see when someone else is speaking? Да, мы можем задавать себе вопрос, что я вижу в то время, когда что-то говорит другой человек. And with this experiment, we can see when we would do it in a group together and would have a better situation to exchange about that. И, быть может, в какой-то другой ситуации нам легче будет обменяться своими впечатлениями, образами, которые мы видели. We could see that, or we would see that there are many, many different images possible for the same word. И тогда мы увидим, или тогда, быть может, мы сможем увидеть, что есть действительно очень-очень разные образы, которые приходят разным людям на одно и то же слово. How will it be when we speak a sentence? А как же вообще, что произойдет, если мы произнесем предложение? With our daily life conversation, we are not so much aware of that images we create when we are listening. И в нашей повседневной жизни мы, собственно говоря, бессознательны в отношении вот тех образов, которые возникают внутри нас, когда мы кого-нибудь слушаем. We are a little bit more aware about the pictures or images when we speak to someone
and one describes something what we have experienced. И тут у нас какое-то более четкое сознание пробуждается, наверное, все-таки в те моменты, когда мы кому-нибудь говорим и пытаемся как-то рассказать, как-то описать то, о чем мы говорим. And maybe you have already in other situations experienced that what we call sometimes misunderstandings. И бывает так, что вам знакомы такие ситуации, которые мы называем недопониманием или неправильным пониманием. That this has to do just with the different images of the speaker and the listener. Потому что вот это вот непонимание базируется на разных образах, на несоответствии образа, который есть у говорящего, и у того образа, который возникает у слушающего. You may become aware of it when you have this idea and try it out and also listen to your images you get when somebody is speaking. И вы можете попробовать просто прислушаться, понаблюдать те образы, которые возникают в вас в те моменты, когда вы слушаете какого-то другого человека. And here we come now to that I have prepared a little text. И вот я тут приготовил небольшой текст, мы сейчас к нему перейдем. And Olga, are you still there somewhere? Оля, ты здесь? Well, I think today Olga is me. Hello, Joerg. Да, Yeah, I have the text, so I will post it in our chat now. Okay. Okay. So let me first speak about that shortly. This is for that situation. We can't work with big text. Вот, итак, я все-таки немножечко расскажу, как можно работать вот с таким большим текстом. I took a text, it has only 12 lines, it's a poem. И тот текст, который я возьму, в нем, который я взял, в нем всего лишь 12 строк. Это стихотворение. And this is an old-fashioned American text, sorry for that. И это такой старомодный американский текст, прошу за это прощения. And this text, this poem is spoken by two people. И это стихотворение, оно рассказывается двумя людьми. Both speak the same words. Pardon? Both speak the Да, same окей. words. Да, и тот, и другой, оба этих человека, они говорят одни и те же слова. One is a man and one is a woman. Это мужчина и женщина. They are a couple. Это пара. And everything what we can know about these two people is just this 12-line poem. И все, что мы знаем об этих двух людях, это стих, состоящий из 12 строк. In the book, it has many such poems. We hear nothing more about these two people. It's the only thing we can know from them. И получается, что тут, это все, что мы можем знать об этих двух людях. William and Emily. Уильям и Эмили. And what I would like to ask you. Что бы мне хотелось спросить, о чем бы мне хотелось вас спросить? You will get around 3 to 5 minutes for that. У вас будет от 3 до 5 минут. Please, the male person here takes a William, and the female takes a Emily. Пожалуйста, вот и те, собственно говоря, да,
Наши участники, мужчины, пожалуйста, возьмите себе текст Уильяма, а девушки текст Эмили. What is a question with such texts? Какой вопрос в этом тексте? What is a question with the texts of our characters? Да, какой вопрос в тексте наших характеров, наших ролей? The question is, how did the character experience the situation? Вопрос следующий. Как этот характер, как эта роль, как этот персонаж воспринимает ситуацию? Что она для него? How did the character see the situation? Как персонаж эту ситуацию видит? When he or she is speaking about what they have experienced. Pardon, the last word I didn't catch. When they are speaking about what they have experienced, we can know that they know how it was. И как они воспринимают эту ситуацию. И мы можем действительно заметить, что они-то знают, как это было. When you speak about your friend, когда вы говорите, например, рассказываете о своем друге, you know how your friend looks like. Вы знаете, как этот друг выглядит. Is it true? Не так ли? You know, you see a situation with your friend. Вы знаете, что вы вместе с вашим другом, вы действительно видели эту ситуацию, о которой рассказываете. But we hear only the words. We don't see your images. Но мы-то слышим только слова, мы же не видим ваши образы. And when somebody wants to describe a situation, let's say, И если кто-то, например, хочет описать какую-либо ситуацию, then this person tries to follow her images to describe the happenings and inwardly seeing it and we are a little bit recreating with our images how we see that what the person is describing. И тогда, если нам действительно нам нужно рассказать, да, если человеку действительно нужно рассказать, показать, как это было, он начинает создавать вот эти вот образы, и мы тогда уже замечаем, как эти образы того, о чем он рассказывает, как они оживают у нас. Насколько я понял. По-моему, это так. So we as actors have a very, very creative part. Итак, мы, актеры, внутри себя обладаем такой очень-очень творческой чертой. We have to create the images, how the character see what is behind the word. Мы должны создать вот образы того, что характер, что персонаж видит за словами. When the character is speaking about a wood he or she was walking through. Если, например, кто-то, да, если персонаж рассказывает о лесе, в котором он и по которому он или она гуляли, шли. I have to create the wood, how the character is seeing the wood. It's not my wood at my home. То есть мне нужно создать тот лес, который видел мой персонаж. Это не тот лес, который у меня здесь за окном. When the character speaks about a room she was in, если, например, какой-то ваш персонаж рассказывает о комнате, в котором он или она была, I have to create that room with my imagination.
эту комнату мне нужно создать в своем воображении. This is a wonderful process. It's a wonderful training. It's an amazing thing to create the images for the text, for the characters. And we go to this text, you will read this text, and please don't worry. Catch first the images where you get it, and then ask yourself, how can Emily imagine William? And how can William, or how sees William Emily? Because she is speaking the same, and they were together. And then try to find out for your personage, for your Emily or William, how does he see what is behind these words? Это великолепный тренинг и удивительное упражнение. И когда вы будете слышать этот текст, пробуйте вот замечать, не беспокойтесь ни о чем, наблюдайте вот эти вот первые образы вспыхивающие, но образы те, которые видит Эмили, и образы те, которые видит Уильям, и то, как Уильям видит образы Эмили, и Эмили образы Уильяма. По-моему, это так. It was a bit long, but I hope I managed to. It's quite all right. No, it's much better without translation, actually. Okay. So we have this text in Russian, and I was also sending it in English. Yes, I have all of them. Да, у нас есть и по-русски тексты, и по-английски. Вот у Даши есть и тот, и другой. Work to it. You read the text and you start for a moment. If you have a question, you may write this question in the chat, and I can read that. If it is English, if it is Russian, I need Fedia's help. But first, I think you can understand, Fedia? Yeah. That what you have to do, read first, try to imagine Emily, try to imagine from Emily's point of view how she sees. I didn't get the text because of that, and I will ask Dasha, Daria. I'm posting it now in the chat. Yeah. Can I? Yeah. Okay. Извините, тут у меня. And the English one too? Yeah. I'm doing that in portions because it's big. Yeah, that's very good. And German, yeah? Is anybody German here? I don't think so. Then no German. Yes, there are. Meine Güte, da gibt's doch welche, oder? Müssen sein. Nee. Итак, first in Russian or first in English? No, everybody's silent for itself. Каждый читает, да, про себя. Вот теперь я понял. Read the text and what is your impression? Просто прочитайте текст и попробуйте заметить, каковы ваши впечатления, какие образы. How does it speak after first reading to you? Just fly over. Что говорит вам этот текст вот после
первого прочтения так вот легко. Попробуйте. It is not now fitting to your age and anything, but you can imagine this is a character you get a job with. What have you have to do? What do you have to do? Pardon, what does this particular character, I didn't catch that. Acoustically, it wasn't. This character may not fitting to your personal age. That I've got it, and afterwards, acoustically, it wasn't really. But you can imagine that you get such thing as a part. As a part. As a part to act. Ага, окей, да. Вот теперь посмотрите. Дело в том, что вот эти образы, о которых здесь, эти характеры, эти персонажи, о которых здесь идет речь, они, конечно, не подходят вам по возрасту, по типажу. Но представьте себе, что вы получили роль вот этих людей, и вам, ну, вот этого человека, и вам эту роль нужно сыграть. How do you see Emily? How do you see William? Как ты видишь Эмили? Каким ты видишь Уильяма? Joerg, I could share something. Yeah, wait a moment. Подожди секундочку. And how can you imagine from Emily's point of view William? И как ты можешь вообразить себе с точки зрения Эмили, Уильяма? And from William's point of view, Emily. И с точки зрения Уильяма, Эмили. And how can you imagine Emily itself? And how can you imagine William itself? I mean, the man for William, the women for Emily. И каким ты можешь вообразить себе Уильяма, вот, да, сама по себе, Эмили. Я напоминаю о том, что мужчин я прошу работать с Уильямом, а девушек с Эмили. Is there a possibility to imagine this little story they are speaking about? Возможно ли представить себе вот эту небольшую историю, о которой здесь идет речь? A lifelong story in 12 lines. Это история всей жизни в 12 строках. Of course, there is a structure in the text, and please read the full text once more and see what are the stations in this life line. И посмотрите, здесь же, конечно, в этом тексте есть своя структура. Прочитайте его еще раз и заметьте этапы жизни,
о которых говорит этот текст. You have to trust what you find out now. When you spend more time to it, you may change it or find another step or so. Don't worry. Доверяйте тому, что возникает в вас. Не беспокойтесь ни о чем. But I think you can realize there are some steps in it. Но я думаю, что вы можете увидеть, да, некоторые шаги внутри этого текста. Different situations. Разные ситуации. At a different time of their being together. Да, это разные, вот, собственно, да, вот, разные времена, в которых люди вместе, которые люди вместе проживают. And when you think about that, try always to find images for it. Can you imagine this situation? И когда вы думаете об этих ситуациях, попробуйте найти образы этих ситуаций. Можете ли вы себе их представить, вообразить? Even when these situations are described in more or less abstract words. Pardon, the first, could you repeat once again? Try to find the images even when these life situations are described in more or less abstract words. И попробуйте увидеть образы этих ситуаций, увидеть эти ситуации, даже если эти ситуации описаны более или менее абстрактными словами. And relax for a moment, let it go for a moment. Yeah. Да, давайте на секундочку просто отдохнем, расслабимся. And the next is just go to the last two lines. Прошу прощения. Да, и пройдем через последние, возьмем вот последние две строки. То это сила. То это сила, роднящие души. How can you imagine it now? Как вы можете представить себе все это? What is Emily's inner looking at when she speaks these lines? What is Emily's, what? It was a broken connection. Inner observation. What does she in her soul see? Что Эмили видит внутри себя, когда она говорит эти последние две строки? The same for William. И то же самое касается Уильяма.
does she has something specific in mind of her life, or is she simply speaking very abstract? Есть ли в этом вот что-то такое, имеет она здесь, что-то стоит для нее особенное за этими словами, да, вот за этими словами, что-то особенное в ее жизни, или она просто произносит эти довольно абстрактные слова? What are her memories she is looking at when she speaks these? Быть может, это воспоминания, то тогда каковы они? Что это за воспоминания, которые приходят к ней, которые она наблюдает, когда она эти слова говорит? You have to create that. Вам это все нужно создать. It's not sad. Abstract it is sad. There's a timeline set. But what is she looking at? Да, на что она смотрит, что она видит, вот это все нужно создать. Do you believe that she knows why she can come to this conclusion? Pardon? Do you believe that she knows why she came to that conclusion of the last two lines? Как вы думаете, она знает причину, по которой она пришла вот к этому заключению, да, о том, что сила – это роднящие души сродни любви? Она знает, почему она пришла к этому заключению? Or he? Или он знает это? How can you imagine it? Как вы можете это себе вообразить? For them. За них. Because this story has nothing to do with your life. Потому что эта история с вашей жизнью никак не связана. Your images will not fit. Your life. Ваших образов, да, к вашим образам она не подходит. И их не хватит в вашей жизни. Тут она не соответствует. With your personal life experienced images, you will not meet William or Emily. Оставаясь в пределах вашего жизненного опыта и образов, которые вы видели в жизни, вы не ухватите, не поймете Эмили и Уильяма. This is just what one has to work out. Это как раз то, что нужно выработать, над чем следует работать. For all these important moments in their life, both are speaking about. Вот эти, да, вот то, что касается всех вот этих вот очень важных моментов в жизни, о которых идет речь в этом стихотворении. Каждого из этих моментов. And I'm sure while you are doing it now, you're trying it out. Я уверен, да, поскольку вы это сейчас делаете, вы, something more happened to you. Вы это вырабатываете, и с вами еще происходит нечто большее. You begin very subtle to feel with her, to feel with
him. Очень тонко, шаг за шагом, ты начинаешь чувствовать вместе с ней, вместе с ним. You start to sense something about their inner life. Ты что-то начинаешь ощущать, понимать, чувствовать о их внутренней жизни. Don't worry. You can't, very often you can't describe it with other words, or it would take so many words. It is just an impression. Не думай о том, сколько тебе понадобится слов для того, чтобы это описать. Очень много или наоборот, очень мало. Нет, речь здесь идет просто о впечатлении. An impression to understand the character deeper from her point of view, from his point of view. И вот это вот впечатление более глубокого понимания характера персонажа с ее точки зрения, с его точки зрения. We do a last step with that for now. Сейчас мы сделаем последний шаг, совершим. Последний этап. Read the first two lines. Прочитайте, пожалуйста, первые две строки. Первую и вторую. Of course, you know the full text, that's quite clear. Конечно, вы знаете весь текст, это понятно. And the character itself always know everything what he, she is speaking. What, pardon? The character itself also know what he and she want to speak about. Да, и характер, персонаж тоже знает, что он или она хотят сказать, о чем они хотят сказать. And then through the words, through the speaking forward, the character unveil that what she or he want to say step by step. И вот через эти слова, шаг за шагом, персонаж открывает то, что он, она, собственно, хочет сказать. When we in daily life, please let the text for a second. Pardon? Let the text for a second. Mm-hmm. When we in daily life try to describe something, try to describe a life experience. Вот, например, когда мы в своей повседневной жизни пытаемся рассказать, описать что-то, например, описать события с нами, происходившие в жизни, жизненные события. Do you know what the life experience is or not? Вот когда мы описываем события с нами произошедшими, мы знаем это событие уже или нет? Чем оно для нас было? You have a kind of an imagination, you have a kind of a sense for it already there. You know everything about it. Да, конечно, потому что у вас есть чувство, у вас есть ощущение, вы, собственно говоря, у вас есть вот это вот образ этого события, и вы о нем знаете все. And you have this experience how difficult it is sometimes to describe the central point.
И вы знаете, как точно, тяжко бывает, как трудно бывает описать вот, ну, какую-то самую суть, главное. And so you start then with that. It was 2 years ago or whatever. You start somewhere in the sphere. You start with something abstract or you start with something. И как к этой точке, к этому главному трудно подойти, и тогда мы начинаем с какой-то такой фразы, как, например, ну, это было года 2 тому назад, или что-то в этом роде. Да, мы пытаемся подойти к ней таким образом. Ага. But all what you speak out of the full image you have. Но что бы вы ни говорили, вы говорите из этого вашего целостного представления, из целостного вашего образа. Yeah, I think everybody has a little bit this or has this experience. And here we have a text and they have only 12 lines for Я в жизни переживал. Pardon? Федя, вы подвисли на какое-то время. Боюсь, что перевод не был слышен. Сейчас слышно меня, ребят? Сейчас да. Да, хорошо. Йорк сказал, что каждый из нас, безусловно, что-то подобное в той или иной степени в своей жизни переживал. So now we get with the text, we get the full from a person. Итак, мы сейчас проходим, да, через весь текст, насколько я понял, за своего персонажа. But the text is also speaking only from the beginning to the end. Да, но текст просто, да, говорится от начала до конца. More and more unveiling the full picture. Да, открывая всю картину. Now read, please, the first 2 lines, and from there jump to the last 2 lines. Read them as one bit. Давайте попробуем вот как поступить. Прочтем в начале первые 2 строки, а потом 2 последние, как если бы это был бы один кусок. It seems in the first moment a little bit unlogically. На первый взгляд это может казаться чем-то не очень логичным. But on the other hand, even with the images you already have created for some little bits of this both people, you can understand what it means. Но, может быть, через те образы, которые вы создали в своем воображении относительно этих 2 человек, относительно героев этого стихотворения, вы можете через эти образы все-таки почувствовать, понять, о чем там идет речь. Эти образы могут дать вам смысл какой-то. The first lines and the last lines, or first line and last line, are always the frame of that picture, what this person wants to express. По сути дела, вот эти вот первые и последние строки, первая и последняя строка, они образуют раму вот той картины, да, которая рассказывает нам, ну, о произошедшем. And in this frame, this happens what needs to get expressed. И именно в этой раме происходит то, что должно быть выражено. And the task is to find more and more, step by step,
not by one reading the images for the situations and for the text. И задача заключается в том, чтобы шаг за шагом создавать все больше и больше образов, образов ситуаций, образов текста. Естественно, это все делается не одним прочтением, а повторением. The character knows, but you have to create it as actor. Персонаж это все знает, а вы, будучи актерами, должны это создать. I think the time is over, and we, even in this meeting, sorry for that, it didn't came to the full end of that. I would like to give Tara, because she wanted to say something a little bit earlier, the chance to ask her question, and then we should come to an end. I don't know if we can continue, but maybe. Maybe. Why not? I think it's that could be great, I would say. Йорг говорит, что он извиняется за то, что и на этой второй встрече не хватило нам времени для того, чтобы пройти вот этот вот, собственно говоря, полный цикл, но он надеется на продолжение, я тоже надеюсь на продолжение, и он хотел бы какое-то время дать для вопросов. Tara, are you still there? Tara, да, да. Yeah, hi. Yeah, thank you. Yeah, my question, when I was reading it, my initial, when you said what images do you see, or what, from what point of view do each of the characters see, what each of the characters see, I realized my place there was outside of both of them. The images that I got were me seeing these two people separate from myself. Pardon, may I just translate shortly. То есть Тара говорит о том, что когда она видит, то она видит этих людей в отрыве от себя, да, вне, ну да, отдельно от себя. And so when we go through it, is there a point where you see through the eyes of the character as opposed to being a person outside of both of them? И значит, задача такая, что действительно видеть глазами, через глаза характера, да, характера каждого из них, через глаза персонажа, глазами персонажа. Yeah, what do you think, Tara? Как ты думаешь, Тара? I suppose yes. Я думаю, да. The more you read it, the more I read it, the closer I got to the character was seeing. Чем больше я читала, тем ближе я подходила к тем характерам, которые я видела. This is, of course, a process, and when we do it here in such a virtual meeting, I try to manage it. И, конечно, понимаете, конечно же, это процесс. Вот когда мы пробуем делать все это вот в нашей виртуальной встрече, ну, я пытаюсь этим управлять как-то, но... This is a process. What is the aim for the end? Yeah, Fidya, that's a process. Pardon, acoustically, could you, because acoustically not always so easy. Could you repeat once again? The aim of the process. Yeah. That we can see it then from the inside of the character. То есть цель этого процесса – это обретение нами способности видеть изнутри характера. And it has to do with other processes in the Chekov technique
then that we come later to the incorporation. И это имеет отношение к тому процессу, который нам дан в чеховской технике. Это процесс перевоплощения, воплощения, да. But it is very dangerous, let's say, or it's my expression, or it is a different thing when we not do that work. Да, но я бы сказал так, что очень опасно, ну, это мое такое, да, выражение, мне кажется, что это очень опасно, если мы эту работу делать не будем. The problem, or the, how to say, or positive to say, we have to fill the text with the images for the character and not fill the text with the images of our personal life. То есть, если говорить так уж совсем просто, то мы должны видеть эти образы за наш характер, за ту роль, за того персонажа, которого мы собираемся играть, а не теми картинками, не теми образами, не тем опытом, который мы в той или иной степени имеем в своей собственной жизни. This leads us again to the Chekhov work itself, that we are creating a character and we don't use ourselves as any of the characters. И это ведет нас опять вот к сути чеховской техники, к тому, что мы создаем характер, а не используем себя, да, свой собственный опыт и прочее, то, что мы и так знаем из нашей собственной жизни, для того, чтобы этот характер строить. And this leads just to the other theme I want to touch today, sorry for that. That is the character, images of character, imagination of the character. И это ведет нас также к той части, которую я тоже хочу вот упомянуть, извините, наверное, за то, что это коротко как-то будет, о воображении, да, об воображении характера, о том, как вызывать в воображении характер персонажа. I give you a last phrase from Chekhov for today. Сегодня, вот последняя на сегодня фраза чеховская. And you may bring all what we have done maybe together, also the experiment with the words, with the truths of the inner life, and with it what we did part-wise now with the text. You may bring it together afterwards, after the session, in your imagination and in your mind. И вы, быть может, уже после нашей сегодня встречи сможете в вашем воображении, в вашем вот, творческом разуме, уме, вы сможете все те вещи, которых мы сегодня касались на сегодняшнем занятии, то чувство правды, правда, воображение, вы сможете, быть может, объединить, да, вот в какой-то единый образ. Through the imagination, we can reach out into this behind, beyond. We can see through the images the inner life. Через образы воображения мы можем видеть через, да, внешние проявления образов, мы можем видеть их внутреннюю жизнь. Vidya, I do now the Chekhov phrase step by step in the hope that it makes sense for you for the translation. Yes, yes. Or I can read it one time full and then one time in parts, and then we close up. Probably, yeah. This inner life of the images. Это внутренняя жизнь образов. And not the personal
and tiny experiential resources of the actor. А не личные ресурсы и пережитое самими актерами should be elaborated on the stage. Именно это должно быть выработано на сцене, разработано, развито and shown to the audience. И показано зрителю. I read it one time. Я еще раз прочитаю. This inner life of the images. Это внутренняя жизнь образов. And not the personal and tiny experiential resources of the actor. А не ресурсы актера, полученные им из его личного жизненного опыта, should be elaborated on the stage. Должны быть разработаны на сцене and shown to the audience. И показаны зрителям. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you, Daria. Большое спасибо всем, большое спасибо, Дарье. And very, very much thank you, Fedya, for... И Феде было бы за что. Спасибо говорить. Thank you, Joerg. I'm sorry for that. It's really an experience to manage such things in a time frame with a translation and with that deep theme. It's a trying out, and maybe you got some impressions, you got some ideas how you could also work for yourself. И, конечно, да, извините за то, что это вот происходит, быть может, мы как бы не укладываемся, потому что будучи ограничены временем и самой ситуацией перевода, но, тем не менее, быть может, каждый из нас получил какие-то свои импульсы для того, как работать с образами воображения, фантазии. Maybe we can. Thank you very much. I don't know. They will see. Thank you very much. And thank you. Thank you. I guess we could arrange one meeting, or probably not one meeting more. The more the better, Joerg. Yes. You're always welcome here, always. Yeah, because it's this exactly. This point is very important. It was exactly the point we worked with today. I mean, in the morning. Mm-hmm. In case of Drei Schwester. Okay. It was exactly the point. Yeah. Okay. So thank you very much. Also now I see Lisa in live. Большое спасибо. Thank you very much. Lisa, many greetings for me. It was nice to see you also. Yeah, many people I know and many people I don't know. And I hope I will meet you. Да, мы надеемся, но мы надеемся, что мы еще увидимся. Я уверен, что это будет так. I'm sure we will arrange our meeting. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Oh, thank you, Lisa. So nice to see you. Спасибо большое. It's great. Спасибо, до свидания. Thank you very much, Joerg. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you so much. Thank you. До свидания. До свидания, большое спасибо. И завтра у нас, если ничего же не путаю, да, у нас завтра здесь тоже на этой площадке состоится новая встреча, да? Правильно? Да, абсолютно правильно. Следите за нашими анонсами в соцсетях и всегда вам рады. Да, приходите, потому завтра что... в 7 вечера. Да, та работа, которая происходит здесь, на площадке чеховского семестра ГИТИС, она действительно совершенно уникальная. И, с одной стороны,
Конечно, мы в чудовищных каких-то ограничениях находимся, но принцип идти в ограничения для того, чтобы найти там свободу, никто не отменял. И вот у нас есть возможность действительно сейчас нашу работу сделать такой очень, ну, как бы сказать, да, очень чувствуем вот этот вот громадный совершенно контекст, который благодаря нашим гостям, благодаря тем учителям, преподавателям, мастерам абсолютно чеховского метода, которые вот здесь, на этой площадке встречаются с нами вместе мыслят. Большое спасибо. Федор, спасибо огромное. Спасибо большое. За перевод. Прекрасно. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Увидимся еще. Да, спасибо, Вадим. Очень рад тебя видеть. Я тоже тебя очень рад видеть. Да, да, тоже еще. Спасибо. Пока. Пока. Никто не уходит, да, что здесь.